Всем привет! Сегодня я покажу очень интересную работу, которую в процессе я постоянно переделывала, дополняла и пробовала что-то новое. Специально ничего не вырезала с видео, чтобы наглядно было видно, как можно в процессе работы что-то исправлять, менять композицию и не бояться ошибаться. Ведь именно ошибки порой становятся ступенью для нашего дальнейшего развития. Я подготовила заранее свою любимую палитру. Все использованные материалы будут указаны в конце видео, и начала с размещения фоновой краски по всему холсту. Затем взяла черный активатор с флейт-роллом, нанесла на мастихин и сделала 2 свайпа. Далее я поняла, что активатор слишком настоялся и не дает тот эффект, который я хотела. Это был единственный момент, когда я его использовала. В дальнейшем все эффекты буду делать с помощью эмали Дали. Далее я формирую 2 лужицы в местах, где буду раздувать 2 цветка по типу Bloom. Рецепт медиума и сеточки можно посмотреть на моем канале. Видео размещено под номером 10, а также указано в подсказке в правом углу экрана. И, конечно, в описании под видео. Далее добавляю темную краску, а затем эмаль Дали. Раздуваю эмаль, формируя что-то по типу цветков. Некоторые места раздуваю с помощью трубочки. Затем с помощью зубочистки начинаю рисовать разные завитки, придавать форму этим цветкам. Так как я рисую абстракцию, поэтому завитки могут быть далеки от формы реальных цветков. Затем, когда мы раскрутим холст на спиннере, станет очень видны все завитки, что мы делали, и они станут более красивыми. Кстати, пока для меня мой папа не сделал самодельный спиннер, я использовала крутящуюся тортовницу по типу той, что сейчас в кадре. На ней лежит холст. Ее я помещала в большую коробку. Для холстов 20 на 20 идеально, для 30 на 30 терпимо. Только холсты лучше прикреплять, например, двусторонним скотчем. А если нужна будет ссылка на такую тортовницу, пишите в комментариях, я скину ссылку на Wildberries на такую тортовницу. Забыла добавить, зубочистку каждый раз протираем тряпочкой. Делала монтаж видео специально так, чтобы были показаны все действия, при этом, чтобы не было лишних деталей, для того, чтобы видео не было сильно длинным. На саму картину я потратила 4 часа, не считая времени сушки, поэтому не хотелось, чтобы видео было слишком длинным. Затем на спиннере раскрутила холст. Смотрите сами, как на глазах изображение начинает растягиваться. И как все завитки начинают играть по-новому. После спиннера я поняла, что черную сеточку, что не получилось, надо убирать. На этом этапе я просто нанесла на мастихин эмаль Дали и сделала свайпы прямо поверх этой сеточки. Затем начала формировать 3-й цветок в центре. Не знаю почему, но на этом этапе мне показалось, что будет интереснее, если лепестки этого цветка будут светлыми.
Поэтому я сформировала лужицу в другой последовательности красок. Затем опять придаю форму с помощью зубочистки. Посмотрите сами, как с той же самой палитры получились довольно разные цветки, а всего лишь просто была изменена последовательность красок, на что я хотела обратить ваше внимание. Только с 3 цветами можно получить совершенно 3 разных варианта цветка. Далее опять спиннер, и я понимаю, что центровой цветок сильно выделяется по цвету. Поэтому я прямо поверх этого цветка начинаю формировать лужицу для нового цветка с той последовательностью красок, что формировала первые цветки. И раздуваю новый цветок. Раскрутив на спиннере, я создаю форму центровому цветку. При этом торчащие светлые лепестки старого цветка я не обхожу стороной, а специально делаю круговые движения, чтобы они отличались по рисунку от нового цветка, тем самым пытаясь выделить центровой цветок. Затем беру мастихин, наношу на него сначала эмаль Дали, затем чуть темной краски и делаю свайпы, заодно убирая, по моему мнению, лишние лепестки старого цветка. И еще чуть-чуть завитков. Далее я понимаю, что от этих свайпов образовалась грязь, поэтому наношу на эти места фоновую белую краску, распределяю ее, а затем опять наношу на мастихин эмаль Дали темную краску и голубую краску, что мы использовали для фона, и опять делаю в этих местах свайпы. Далее на самый кончик мастихина я наношу темную краску и пытаюсь нанести эту краску по контуру цветка. Чтобы его выделить, краску наношу каждый раз для нанесения контура на мастихин. И еще завитки для последнего штриха.
Картина сохла сутки, я решаю в самой картине нарисовать рамку, с помощью которой постараюсь изобразить объем. Я беру линейку, отступаю по 2 сантиметра с каждой из сторон и наношу монтажный скотч. Отступаю и наношу внутри еще скотч. И рисую жидкой по талию рамку. При этом некоторые цветки не трогаю, как бы изображая его впереди рамки, а некоторые закрашиваю по талию, как бы показывая цветки за рамкой. Рамка готова, затем делаю бортики из монтажной ленты на картину для заливки эпоксидной смолы. Развожу эпоксидную смолу по инструкции, они разные от разных производителей, поэтому все нужно делать по инструкции от производителя. Прохожу горелкой, убираю пузыри и в центре центрового цветка распределяю стеклянную крошку зеркальную. Это очень рутинная работа, но она того стоит. Цветок преображается прямо на глазах. Я специально не убирала никакие детали, оставила все в видео. Единственное, смонтировала, чтобы это было удобно смотреть. Сами смотрите, как потихонечку цветок начинает преображаться с помощью только крошки. А если просто смотреть по бокам, уже видны все переливы, которые дает эта зеркальная крошка. Затем для создания объема я дополняю центр более мелкой стеклянной крошкой, и тут уже полегче. Затем беру поталь в хлопьях, замачиваю ее в остатках эпоксидной смолы и декорирую ей углы рамки. Горелкой убираю последние пузырьки, убираю бортики и растираю борты холста, распределяя равномерно по краям эпоксидную смолу. На этом картина готова, сохла у меня она еще часов 18. Работа была ответственная, ее я делала как подарок на день рождения, и результатом я довольна. Посмотрите, как заиграли краски под эпоксидной смолой. Я специально в видео показала все свои недоработки, как я их исправляла, и показала весь объем работы, чтобы наглядно было видно, что ошибаются все и все можно вовремя исправить. Ставьте лайк, кто не подписался, подписывайтесь, жду в комментариях ваши вопросы и комментарии к видео. Всем пока, всем хорошего настроения.